В Волгограде разыгрывается горькая история, которая продолжается и сейчас. Местный житель, принявший в свою семью собаку породы алабай из приюта несколько месяцев назад, превратил ее жизнь в настоящий ад. По его словам, волонтеры уверяли его, что собака уже стерилизована. Но каковы были истинные намерения и мотивы этих волонтеров? Зачем они обманули и куда отправили эту бедную собаку? Итак, новый хозяин решил привести охранника на свой участок, полученный в качестве материнского капитала. Он соорудил для собаки жалкую будку из дырявого поддона и куска профлиста и привязал ее к ней. Сначала на короткой цепи, а затем на цепи длиной в метр. Собака была ласковой, умной и чрезмерно доверчивой, оказалась жертвой своего собственного доверия. Сам хозяин очень редко появляется на участке, где собака проживает, и посещает его только по необходимости. Бедная Ханна не получает ни еды, ни воды и постепенно истощается до костей. Недавно прохожие услышали писк на этом участке и, присмотревшись, обнаружили 9 маленьких щенков, которые были рождены там же, в условиях жары, при температуре около 30 градусов. Изнеможденная собака, мама для них вырыла ямку, пытаясь хоть как-то создать тень для своих малышей, и из последних сил старается поддерживать их жизнь. Люди с сочувствием начали подкидывать собаке еду и подавать ей воду, но это не приносило желаемого результата. Все увещевания отдать собаку и прекратить эту жестокость были проигнорированы этим героем-отцом. Он заявил, что собака с клеймом, и он намерен взять пса ей, и потом еще продажей щенков заняться. Отправившись в этот участок, где несчастная собака мучительно проводит свои дни, я столкнулся с трогательной картиной. Ханна, изможденная и огорченная, плачет вокруг своей будки, где до сих пор лежат тела ее мертвых щенят. Это видение пронзило мое сердце, и я осознал, насколько бесчеловечными и безразличными могут быть люди. Но надежда всегда пробуждается в самых темных моментах. Новость о судьбе Ханны и ее щенят достигла широкой общественности, и люди встали на ее защиту. Петиции были созданы, обращения были направлены к органам власти, и внимание к этому случаю неуклонно росло. Наконец-то полиция и службы социальной защиты животных вмешались в ситуацию. Недохозяин был привлечен к ответственности за жестокое обращение с животным, и Ханна была изъята из его владения. Собаку осмотрели, и она получила необходимую помощь, чтобы восстановить свое истощенное здоровье. Волонтеры и защитники животных предложили Хане новый дом и любящую семью, где она будет окружена заботой и вниманием. Известие о том, что она будет переведена в хорошие руки, привнесло немного света в ее темную жизнь. Если вам понравилась история, подпишитесь на канал. Всем добра! Любите животных?